Всем привет! Меня зовут Мария Плотникова, и я действующий мастер-тренер по перманентному макияжу век. По совместительству я многодетная мама и просто хороший человек. Сегодня мы с вами проведем процедуру перманентного макияжа век. Мы будем делать коррекцию в технике вуальной растушевки. И теперь давайте посмотрим вблизи, что такое вуальная техника. Смотрите, насколько беспиксельное мягкое полотно при заживлении получается. И я такой мастер, который, в принципе, за натуральность, для того, чтобы, так как этот макияж с нами продержится порядка не одного года, поэтому я считаю, что он должен быть максимально легким. На коррекции мы с вами чуть-чуть добавим объема в сам градиент и доведем это все до логического завершения. Сразу опережая ваши вопросы про нарощенные ресницы, у нас здесь есть договоренность о том, что межресничка у нас уже есть, и поэтому в межресничную часть мы не полезем, а для того, чтобы сделать растушевку на подвижном веке, нам, в принципе, ресницы особо не мешают. Просто будет определенный пост-уход после процедуры. То есть мы с вами уже увидели, как заживают эти стрелочки после первой процедуры, и сегодня я покажу, что мы делаем на коррекции. И что касаемо эскиза, то это уже мое не первое видео на канале, и отрисовку эскиза можно будет посмотреть в первом видео. Мария Плотникова – наставник и тренер по перманентному макияжу с опытом работы более 5 лет, создатель бренда Russian Permanent, многократный чемпион и призер крупнейших чемпионатов по перманентному макияжу, судья и спикер на профильных мероприятиях. В настоящий момент работает в Перми и Москве. Мария – автор уникальной техники Glam Eyeshadow, и в этом видео она продемонстрирует вам, как с ее помощью сделать красивую стрелку с растушевкой. Ну что, мой путь был не очень легким, и я вообще не связана была никак с творчеством, я юрист. У меня родители мечтали, чтобы я стала первоклассным адвокатом, но я такая вот за родину, за Сталина, я за справедливость. И я не смогла для себя принять, что мне придется сидеть в офисе с бумажками. Я начала искать себя. Плюс потом я еще вышла удачно замуж, обрела прекрасную фамилию, благодаря которой меня не взяли ни в одни государственные органы. Спустя порядка, наверное, 16 лет я понимаю, что это было самое, наверное, лучшее, потому что мне пришлось искать себя в творчестве. Но к творчеству я пришла не сразу. Сначала это был цветочный бизнес, в который я попала тоже не из легкой ситуации. К слову сказать, у меня 3 детей, и я достаточно сложно шла к этому. У меня, такие взлеты и падения были вообще из тотального плюса в тотальный минус. Поэтому я такой человек, который привык бороться за свою жизнь, за какое-то я не соглашаюсь с меньшим. И то, что я вот сейчас на сегодняшний день достигла, это действительно благодаря тому, что меня жизнь постоянно бросала, как на американских горках, то вверх, то вниз. И вот когда я пришла работать в цветы, я беременная шла, защищалась в центр занятости, чтобы мне выделили субсидию на открытие своего дела. Это было, конечно, тот еще квест с токсикозом, бегать по этим всем центрам занятости, а это бюрократия, это государственное учреждение. И тогда я уже точно понимала, что, слава богу, я туда не попала, потому что, это просто вообще crazy. Вот. И в цветах я проработала порядка 8 лет. Я была очень предана этому делу. То есть я за все, за то, что я берусь, я отдаюсь туда полностью. То есть я развила цветочный бизнес. У меня было 7 магазинов, штат сотрудников такой приличный, в каждом магазине по 4 сотрудника. Но цветы — это такая непредсказуемая история. Это на самом деле постоянно ты можешь идти в глобальный плюс и в глобальный минус. И когда мы попали под очередной замес, связанный с городом, нас начали сносить, я осталась с 3 магазинами на очень большой аренде.
И тогда мы с мужем приняли решение, что если вот наш месяц сейчас покажет минусовую ситуацию, мы оттуда выходим. Хотя жалко было просто капец. Я туда, ну, вложила на самом деле всю душу. Мы, кстати, квартиру продали, начали строить дом, и половину денег вложили в цветы. Ну вот, собственно, мы прогорели, остались с недостроенным домом. Я как сейчас помню этот момент, когда мы сидели вот в наших этих голых стенах дома, черновая отделка, мы там перекатили мебель, которая была у нас в квартире остаточная. И вот я прямо сижу и помню, что такая безвыходная ситуация, знаете, вот она как бы на грани отчаяния какого-то. А у меня тогда уже родилась дочь третья, и у меня на кредитной карте было последние 40 тысяч. И я решила рискнуть. И почему-то у меня вот пришла первая мысль в голову перманент. Хотя я тогда на тот момент не просчитывала, не анализировала, просто чисто по интуиции. Я подумала, что ну, все равно мы эти деньги проедим, так лучше пусть в дело. Хуже уже точно не будет. И я выбрала школу и пошла отучилась на перманент. Это было 6 лет назад. Я очень благодарна этой школе, потому что школа была на тот момент, наверное, ну, я не столько изучала этот рынок, чтобы понять, достойная это была школа или недостойная, но научилась я так себе делать перманент, то есть мне до сих пор стыдно за те работы, которые были, но я их принимаю, это мой путь, это мой опыт, и благодаря моему первому преподавателю я зашла в мир перманента. Для начала напомню о том, чтобы перед началом процедуры необходимо занять комфортное положение перед вашим клиентом. То есть прежде чем мы начнем работать, убедитесь, что вам удобно и комфортно. Голову двигаю максимально близко к себе или ко мне. Угу. И прежде чем начать работать, я ставлю ручки, смотрю так, чтобы мне было прям комфортно. Когда мы работаем с правым глазом, очень важно тоже настроиться правильно. То есть я обычно сажусь у изголовья, то есть где-то вот примерно вот на углу кушетки. Голову ставлю к себе максимально близко, чтобы мне не тянуться и своим весом не давить на аппарат и на иглу. То есть я вот эти все моменты сразу же как бы на берегу, все моменты заглубления ликвидирую. И стрелочка должна прям четко рисовать мне вот в грудь, в солнечное сплетение. То есть не надо там изгибаться вот так перед стрелкой, так. То есть сели прямо четенько по направлению к к животу, к груди и спокойненько штрихуем на себя. Работаю я на аппарате Bishop Shader, иголка Квадрон 0,25, 1 острые заточки. И вот у нас приблизительный вылет иглы, где-то в районе 2 миллиметров. Что мы делаем на коррекции? То есть мы сначала оцениваем, насколько у нас одинаково вся эта история прижилась. И так как у нас с вами тут уже эскиз есть, фиксировать направляющую нет необходимости, мы начнем сразу же с цвета номер 3 темного коричневого для уплотнения части, которая у нас идет по форме классической стрелочки. Беру цвет номер 3. Так, ставим наши ручки. И так как у нас тут вообще запрос на максимально естественно, поэтому мы с вами будем совсем чуть-чуть, без фанатизма, процентов на 20 добавлять цвета. Поэтому между пикселями я буду оставлять большую дистанцию. Вообще коррекция всегда такой вот очень ответственный момент, когда ты понимаешь, что нельзя переборщить, и вот как-то вот надо... То есть у тебя уже нету там права на ошибку, и поэтому вот надо прям очень вдумываться во все, что ты делаешь. Глазки важно, у меня моделька очень чувствительная, и поэтому очень важно качественно фиксировать глаз, чтобы человеку было безопасно. Также начинаем все закрашивать непосредственно с нашей рюмочки. То есть мы должны сейчас довести наш градиент до логического завершения. Все, что у нас не случилось после первой процедуры. Линию по последней ресничке мы можем вывести более насыщенно, а верхушку прямо оставим дымкой. И все. И я помню, что мне надо сделать максимально прозрачный эффект, поэтому сильно я не топчусь, как на первой процедуре.
То есть тут прям какой-то глобальной плотности цели сделать нету. Обратите внимание, что я работаю без первичной анестезии. Я вообще, в принципе, работаю без первичной анестезии, потому что мне не нравится, как она влияет на качество кожи. То есть кожа становится такая рыхлая, мягкая и слишком лимфатическая, то есть она более начинает быть подвержена отечности. Вот. Но так как тоже вот и клиенты начинают вопросы задавать, что я без анестезии там и так далее, опережая тоже ваши вопросы, что первый проход мы делаем очень легко и прозрачно. Многие боятся, что это больно, невыносимо. На самом деле первый проход, он достаточно такой лайтовый и не особо чувствительный. Да, конечно, клиент чувствует ваше прикосновение, но тут важную роль играет, опять же, натяжение, потому что чем качественнее вы зафиксируете веко, тем менее болезненно будет для человека вся эта история. Поэтому прям если ваш человек постоянно моргает глазом, дергается, это говорит о том, что вы не зафиксировали свое веко, и из-за этого человеку мозг подает сигнал о том, что это небезопасно. Поэтому первостепенно проверяйте себя именно на момент натяжения. И вот в результате первого прохода я сейчас, получается, процарапала кожу и спокойно могу наносить вторичную анестезию. То есть, резюмируя вопрос с анестезией, первичку я не использую, а вторичку я наношу непосредственно по мере возникновения болезненных ощущений. И в процедуре примерно это где-то около 3 раз. Сейчас наношу вторичную анестезию, предупреждаю клиента, если он у вас впервые, что сейчас пощипит. Потому что если вы находитесь в диалоге с вашим клиентом, процедура будет для него проходить максимально более комфортно, нежели если вы будете молчать. И пока она лежит, замораживается, мы приступаем к второму глазику. Моя тотальная ошибка была в самом начале, что я не понимала, что зачем нужно учиться. Ну, условно, пудровое напыление, и в Африке пудровое напыление, зачем на него постоянно учиться и вкладывать в это бешеные деньги. Я не тренировалась на латексе, то есть, не вложили с самого начала в меня вот это понимание. И таким образом я просто потеряла 1,5 года жизни. 1,5 года я вот как нечто в проруби болталась. Я зарабатывала очень мало на тот момент, там было, по-моему, со всеми расходами. Общая выручка, не выручка, а общий доход был там условно 50 тысяч, из которых оставалось там на руки 1030. Это копейки. И я понимаю, что этих денег нам не хватает. Я пошла, устроилась в найм. Меня тогда взяли в какую-то кондитерскую менеджером по продажам. Я 3 месяца поработала опять под руководством кого-то и поняла, что, я должна собраться, я должна разозлиться на себя и состояться сама, потому что я не могу работать под начальством кого-то, того, кто меня не слышит, того, кто меня не ценит. То есть у меня достаточно такие внутри серьезные амбиции, но я их реализовать смогла только в перманенте. И то только тогда, когда я опять достигла своего дна. Знаете такую фразу, чтобы оттолкнуться, нужно достигнуть своего дна, чтобы взлететь. И тогда я, когда увольнялась с этой работы, я четко себе я помню, вышла и сказала, либо ты начинаешь делать по-нормальному, либо ты уходишь вообще из перманента. И я не знаю, что в этот момент произошло, магия какая-то или еще что-то. Я нахожу 80 тысяч, опять занимаю и еду на свое первое повышение. Это была просто какая-то такая нереальная трансформация, потому что я впервые в жизни поняла, что я вообще ничего не могу. То есть у меня преподаватель Юлька, помню до сих пор, как она на меня ругалась, кричала, потому что я за 1,5 года в перманенте, не обучаясь абсолютно, настолько закостенела в неправильной базе, в неправильном том фокусе, который я сформировала за эти 1,5 года, что со мной сделать было очень сложно что-то достойное. И знаете, как бывает, говорят, что проще с нуля нормально научить, чем кого-то переучить. Мы до 4 часов ночи. Я вся там вытирала свои сопли, слезы. Она уже на меня кричала, что либо ты делаешь так, как я, либо вали ты в свою обратную бестолковая. Мне было так обидно, капец. Я тогда
ну, это не унижение было, мне просто было обидно, что я себя запустила до такого момента. Но вот после этого повышения все пошло просто в гору, потому что я четко для себя сформулировала, как я точно не хочу. Я еще пока не понимала, как я хочу, потому что я не раскрыла для себя горизонты перманента, но четко осознавала, что вот так, как вот там было, я точно не хочу. И вот после этого я начала постепенно выращивать свою самооценку, свою значимость, начала работать с клиентом, начала тренироваться. То есть я человек такой очень трудолюбивый по своей натуре, и я не могу сказать, что меня там боженька в макушку поцеловал, не знаю, в какое место он меня поцеловал, потому что как бы я не везунчик в этой жизни, то есть я человек, который всего добивается самостоятельно. Но я хочу отметить, что везет мне исключительно в том, что на моем пути всегда попадаются очень крутые лидеры, очень крутые наставники, которые играют в моей жизни такую какую-то, вот, знаете, решающую роль. То есть, ну, у меня, в принципе, априори авторитетов нету по жизни, но у меня есть те люди, которые задевают меня за какие-то такие вот рэперные точки, где я начинаю злиться и понимаю, что да, он прав, эго где-то скрипит, но ты, когда это все пропускаешь через себя, понимаешь, что это, да, действительно даст свои плоды. И вот, собственно, я начала расти как мастер, я выросла в цене, у меня выросла клиентская база. Да, я тогда вышла вообще прям на потрясающий доход. Я открыла свою студию, начала вести первые базы, собрала уже учеников, ну, то есть все начало процветать. А потом, когда у меня появились сотрудники в студии, я поняла, что я должна стать для них лидером. То есть должна быть какая-то иерархия все равно у нас. Так как я не хотела быть начальником, мне в цветов этого было достаточно, мне хотелось какие-то такие партнерские взаимоотношения. Но опять же, я поняла, что я как лидер должна их направлять, должна их стимулировать. Когда мы работаем на левой стороне, необходимо, наоборот, уехать с изголовья. Тоже мы помним, да, что направление стрелки идет прямо вот в грудь. И поэтому я сажусь по направлению к стрелочке. Двигаю головку прям тоже близко к себе, но стараемся сильно не наклонять для того, чтобы у нас отек не сползал на правую сторону. То есть такое как бы полуповернутое положение головы. Располагаем наши ручки, вытягиваем веко в плоскость. Хорошенько фиксируем руками, на глаз при этом не давим. И начинаем штрихами от себя, как будто бы вчесывать в кожицу. Но при этом мы это делаем очень поверхностно, потому что когда мы штрихуем от себя, мы автоматически более плотно, вернее не плотно, а глубоко находимся в коже. И поэтому очень важно здесь прямо очень хорошо слушать вибрацию второй рукой. То есть пальчиками, которыми я растягиваю кожу, я параллельно ее еще и слушаю. Сейчас я чуть-чуть взрыхляю кожу для того, чтобы нанести вторичную анестезию. И опять же, да, возвращаясь к тому, что коррекция достаточно такой ответственный этап, где переборщить нежелательно, вернее недопустимо. Стараемся штриховать и укладывать штрижочки прямо на одинаковом расстоянии друг от дружки, для того, чтобы у меня была возможность для каких-то манипуляций. Нанесла пигмент и могу его даже не стирать, и прям поверх его наношу вторичную анестезийку. И вот смотрите, у нас сейчас подействовала уже анестезия, и немножко кожа дала реакцию, появился чуть-чуть небольшой отек. Этого бояться не надо, это нормально. Важно отслеживать в процессе работы, чтобы этот отек не нарастал. То есть, если вы работаете, и отек постепенно начинает спадать, то вы работаете не травматично. А если вы отслеживаете в своей работе, что по мере продвижения процесса у вас отек увеличивается, то, соответственно, делайте выводы о том, что вы травмируете излишне кожу. Сейчас я начинаю немножко уже более плотно работать, потому что анестезия подействовала, и ей уже полегче. И смотрите, я не работаю там как-то определенно по какой-то схеме. Я работаю так, что я пересекаю все цвета друг с другом. Как я это делаю?
То есть, условно, я сейчас работаю третьим цветом, пигмент наношу достаточно неплотно, и следующий проход я буду делать другим цветом для того, чтобы они между собой сплетались, были неразрывными. Вот этот, кстати, эффект я вырабатывала не один год. Мне хотелось получать очень красивые глубокие оттенки, потому что ну, у меня достаточно большая практика работы с веками, и, скажем так, мягко говоря, не все работы были удачными. Но я этого, кстати, не стесняюсь, это был мой рост, и поэтому я об этом открыто говорю, что в моем родном городе у меня достаточно большое кладбище синих век, и поэтому я тот мастер, который постоянно анализирует свои работы, и разработала свою методику внесения пигмента в кожу. И вот именно благодаря вот этой глубине цвета, игры пигментами разных оттенков, я добиваюсь красивых благородных оттенков, от коричневы до такой как модного цвета вот этого графита, чтобы это было и в носке со временем красиво, и здесь сейчас. В общем, мне за свои работы сейчас не стыдно. Наоборот, как бы я понимаю, что мне все больше и больше, и чаще доверяют мастера, и это говорит о том, что я действительно делаю красивые работы. Все, потихонечку идем на заужение. Заужение у нас с вами где-то примерно на начале глазницы, либо на серединке. И вот эта зона очень чувствительная, у меня вот Нелли реагирует. Поэтому имейте в виду, что помимо того, что, кстати, она чувствительная, она еще достаточно сосудистая. И она дает сразу же молниеносную реакцию сосудистой сетки, то есть они начинают подкравливать. И я рекомендую вот именно на этой зоне немножко глазик оттягивать на себя, чтобы у вас была возможность растянуть ее в плоскость. И вот обратите внимание, что в принципе нарощенные ресницы, они особо не мешают, просто важно, чтобы потом клиент следил за гигиеной века, чтобы никакая дрянь к нам не прилипла. Вот единственный нюанс, что ватка начинает зацепляться об узелки, вот эти клеи, поэтому старайтесь сильно по ресничкам ваткой не водить. Обязательно после того, как вы протерли кожу сырым диском, обязательно ее высушить, для того, чтобы мы могли дальше работать. Потому что работаем очень поверхностно, и излишнее какое-то скольжение дополнительное на коже нам не нужно. Дальше я взяла сейчас первый цвет, самый светлый, потому что я напомню, что мы не хотим уходить в какую-то яркость, мы просто хотим придать завершенный внешний вид нашей стрелочки. И начинаю потихонечку с того же места, где я работала тройкой, постепенно подниматься наверх. Иголку я не промываю, потому что я опять же говорю, что цвета я между собой переплетаю. И дополнительное промывание иголки мне не нужно. Просто важно тоже, опять же, включать мозги и понимать, что если я только что работала темным цветом, у меня еще есть остатки этого цвета в картридже, и, соответственно, я начну штриховать с той зоны, которая должна быть поярче. Немножко вытянула направляющую. И опять же вот такими же штрихами от себя вычесываю пигмент наверх. И чем выше я поднимаюсь, тем, соответственно, более разрозненный штрих я использую. То есть у меня пигмент ложится достаточно на таком приличном расстоянии друг от друга. Всегда во время работы следите за натяжением. Натяжение – это основная боль мастеров, которая не дает работать на веке. Почему боятся работать с веками? Потому что века постоянно дергается, клиенту больно, и ты весь в процедуре нервничаешь, весь переживаешь, еще потом веки зеленые приходят. Такое удовольствие. Поэтому веки их просто нужно прочувствовать, понять, полюбить, и они ответят вам взаимностью. Вот так мягонько у нас, в принципе, я почему люблю еще коррекцию, потому что кожа очень хорошо впитывает пигмент,
потому что после первой процедуры иммунитет уже свои основные моменты очень хорошо отработал, и восприимчивость кожи уже гораздо круче. Ну и опять же, я работаю достаточно продуктивно с первых проходов кожи, благодаря постановке руки и хорошему натяжению. То есть я прям сразу с первого прохода крашу. Вообще, в принципе, время процедуры на первичную, если я работаю у себя в кабинете, у меня составляет в среднем где-то 1,5–2 часа, в зависимости от объема. А вот на коррекции я уже все это делаю где-то примерно за минут 60. Потихоньку набрасываем пигмент, кожицу тянем, левой рукой вибрацию слушаем. И вот если обратить внимание сейчас на постановку моей руки, я правую руку ставлю на щеку, и я прямо полностью вся в лице человека. То есть у меня очень часто клиенты обращают даже внимание на то, что им не столько больно от непосредственно того, что я рисую, сколько они ощущают вес моего тела на своем лице. Вот, но опять же, видите, я поставила руку в одно положение, и мои пальчики, они прям максимально в одной плоскости гуляют по веку. А левой рукой я себе помогаю, то есть вот периодически, видите, я двигаю кожу, смотря на каком участке я глажу. Работаю, ну и глажу, например. И всегда себя проверяйте. Стираем правильно, стираем все это вот сверху в ресницы. Так как у меня нарощены ресницы, чтобы я их не мучила, я сильно сейчас не буду этого делать. И просто в конце мы аккуратненько все это вычистим. Я, главное, сейчас освобождаю площадь, где я работаю. Терпимо? Уже можно намазать. То есть, в принципе, бояться вторички не стоит, хотя вот раньше, ну, нас, видимо, так еще учили в свое время, что вторичка сильно дубит кожу. На самом деле, мне нравится работать по сухой коже. То есть я вот этого не боюсь, и я не сторонник того, чтобы работать без анестезии. Пока у нас правый глазик отдыхаем, снова возвращаемся к левому. Снимаем остатки анестезии, пигмента. И начинаем то же самое. Подсушиваю все это сухим диском. Опять ставим руки так, как удобно. Правую руку поставила на щечку, на скулу. И прям вот отдала все усилия своей руки непосредственно в ладошку. И пальчики у меня просто гуляют по воздуху в одной глубине. В свою очередь, левая рука делает натяжение. Уплотняем снова третьим цветом надресничную зону. Если смотреть на классическую стрелку, то это по форме классической стрелки. Сильно высоко не поднимаюсь, потому что, опять же, у нас нет запроса на яркость. И, кстати говоря, на заметку вашим клиентам, я понимаю, что наши клиенты очень любят, чтобы было видно, за что они платят деньги. Все тенденции идут на натуральность. И если, допустим, даже посмотреть на мастеров, на запрос мастеров, то это действительно очень естественные легкие тени. Потому что все уже устали от этих постоянных там каких-то искаженных цветов на веках, на бровях, на губах. Поэтому учите своего клиента о том, что нужно все-таки быть естественными. Перманентный макияж – это прежде всего основа под макияж. То есть если человеку захочется ярче, он всегда это может сделать с помощью декоративной косметики. А мы с вами освежаем лицо для того, чтобы это ее радовало ее мужчину на каждый день. Вот так вот потихонечку мы это все дело уплотняем. Штрих я меняю постоянно, создаю эффект сетки для того, чтобы прокрас шел более плотно, но при этом между штрихами у меня достаточно такое хорошее расстояние. А штрих короткий, то есть если вот посмотрите, это примерно где-то 3 рабочих пикселя, то есть размах амплитуды руки где-то примерно 5 миллиметров, даже иногда меньше.
а рабочих пикселей в коже где-то от 2 до 3. Длинным штрихом работать не рекомендую, потому что, во-первых, он более глубокий, во-вторых, более травматичный. Но, опять же, это все индивидуально, все зависит от ваших рук, от аппаратов, которыми вы работаете. То есть я для себя вывела вот непосредственно тот алгоритм, который дает те результаты, которые нравятся мне и моему клиенту. Дальше я взяла первый цвет. И сейчас я просто вот начинаю вот эти цвета между собой перемешивать и создавать объем цвета, глубину цвета, как я люблю называть. И все, и потихонечку я начинаю опять же с той зоны, где я и красила темным цветом, и постепенно поднимаю наверх. Помню о том, что в игле у меня еще есть номер 3 цвет, он темный, и, соответственно, я начинаю штриховать непосредственно с этой рюмочки, для того, чтобы иголочка отдала темный цвет там, где это нужно. И потихонечку направляющую. То есть аккуратненько мы с вами вывели направляющую, зафиксировали, чтобы она была более такая красивенькая, изящненькая. Сильно не ярчим. Хвостик должен быть прям такой воздушный, мягкий, уходящий на нет, растворяющийся в коже. Смотрите, в штрихах у меня нет никакой прям четкой какой-то последовательности. Я все-таки тот человек, который не любит какие-то строгие правила, потому что мы каждый абсолютно разные, и каждому удобны определенные вещи. И поэтому вот я, допустим, даже мастера, когда приходят ко мне на повышение квалификации, я сначала смотрю их штрих, тембр их руки, темперамент их, и уже под них подбираю индивидуальный штрих. Поэтому штрихи могут быть прямые, могут быть более круглые, вот такие, да. То есть в любом случае мы с вами ориентируемся на прокрас. А как вы будете уже его достигать, это абсолютно ваше личное дело. Плавненько подходим к сосудистой части, да, и стараюсь кожу тянуть в диагональ для того, чтобы она расправлялась в плоскость. И смотрите, я не боюсь работать первым цветом, потому что он на желтой основе, и переборщить им в коже достаточно сложно. Поэтому, если, допустим, вы тот человек, который переплотняете свои работы, используйте более светлые оттенки на желтой основе, которые достаточно сложно внести в кожу и, соответственно, заглубиться, переплотнить и как-то там испортить. Больно? Чувствительность у нас возвращается, поэтому я сейчас нанесу снова здесь вторичную анестезию и пойду дорабатывать правый глаз. Обязательно предупреждаем клиента, что пощипит. Такая не очень приятная процедура, но зато она у нее все обезболит. Так, возвращаемся к правому глазу. Вы можете сейчас наглядно видеть, насколько пигмент начинает подниматься, раскрываться в коже. И, в принципе, нам осталось тут вообще с вами совсем чуть-чуть. Обратите внимание. Я за что еще и люблю коррекции, за то, что прям пигмент, как я уже говорила, проявляется прям максимально быстро. И сейчас я буду работать только первым цветом, уплотнять зону, где я работала. И потом я уже посмотрю, если мне захочется еще оттенить и добавить контраста, то я еще чуть-чуть поработаю темным. Но опять же, повторюсь, у нас здесь запрос на максимальную естественность, такую легкую дымку. Поэтому цветом особо увлекаться мы не будем с вами. Следим за натяжением. Чем лучше будет ваше натяжение, тем менее дискомфортно будет вашему клиенту, тем быстрее будет проходить ваша процедура и качественнее будет ваш прокрас. Это на самом деле, почему я об этом постоянно говорю, потому что это основная проблема, основная боль многих мастеров. Все, кто приходит ко мне на повышение, мы у всех именно учимся натягивать кожу век, потому что здесь основной фактор – это натяжение. Ну и смотрите, если, допустим, мы с вами говорим о том, что есть проблемы с заживчиками, да, что, допустим, точками заживают там, или с каким-то синюшным подтоном, мы должны с вами понимать, что века – это фиолетовая часть
фиолетовая кожа, там много сосудов, ну, вернее, не фиолетовая кожа, а фиолетовый по тону кожи. И вспоминая колористику, цветовой круг Итана, вы должны правильно выбирать палитру. И вот непосредственно пигменты Сет Ханфи Ольги Костенецкой, он прям максимально, мне нравится, как раскрывается в коже, то есть там прям вот так грамотно подобрана колористика. И своим клиентам и мастерам я работаю только на этих пигментах. Это раз. Во-вторых, мне нравятся они по консистенции, потому что они достаточно жиденькие. И они очень круто дают такой мелкодисперсный пиксель, который при заживлении не дает никакой текстуры такой крупной точки. Прям рекомендую. Оттеняю направляющую и, опять же, повторюсь, я не боюсь работать единицей, потому что это самый светлый оттенок. Единицу я всегда использую для уплотнения тени, потому что она не переплотняет, а дает такую прям красивую завершенность, красивую плотность. И если вы посмотрите на мои работы, я достаточно плотно работаю, но поверхностно. И вот, как вы видели в начале процедуры, я получаю такие вот невесомые, красивые, зажившие результаты. Если честно, когда ко мне стали обращаться мастера или соглашаться где-то, когда я выступаю в зоне нон-стоп, мне было очень страшно, потому что я мастер, который тоже постоянно не доверяет себе, который думает, что я еще недостаточно хороша, недостаточно много прошла мастер-классов. И вот, кстати говоря, когда начинаешь делать на мастерах, и потом видишь свою работу, и видишь, как мастеру нравится, ну, это такого дорогого стоит на самом деле. Эти пигменты, они на теплой основе, и после процедуры они могут немножко краснеть. И если мы с вами будем разговаривать на тему чемпионатов, то все-таки стоит выбирать более прохладные оттенки, да, и в данном случае мы будем с вами брать третий номер, третий и четвертый, и, скорее всего, работать будем только двумя оттенками. Но, опять же, мы смотрим на работы судей, на то, как они работают, для того, чтобы понять среднеарифметическое, что в итоге они хотят видеть на чемпионате. Потому что на самом деле, несмотря даже на то, что если будет четкое ТЗ, все равно все будут судить по каким-то своим личным предпочтениям. И ваша задача, как профессионалу, просто развивать насмотренность и создать нечто среднее арифметическое по всем судьям. Вот здесь я сейчас уже беру более такие спиральные штрихи круглые и раскидываю пигмент по подвижному веку. Вообще, в идеале, конечно, если мы говорим про чемпионатную работу, то объем должен быть минимум растянут на 3 оттенка. И если мы будем, допустим, работать с вами только тройкой и четверкой, то тройку мы с вами можем разбавить немножко водичкой, разбавителем для верхнего этажа, чтобы создать вот этот вот красивый переход от плотного цвета к легкому. Ну, смотрите, у нас с вами уже, в принципе, как бы идет дело к завершению. Черный цвет я здесь использовать не буду, потому что мне достаточно того, как раскрывается сейчас в коже тройка. Опять же, напомню, что у нас здесь нету запроса на яркость, несмотря на то, что дама очень яркая. И вот, кстати говоря, цвет очень красиво раскрылся под ее натуральный цвет глаз. Поэтому всегда смотрите, как клиенту будет вашему хорошо. То есть иногда у них бывают такие сумасшедшие запросы, типа я там крашусь серыми, когда она сама по себе рыжая. И вы всегда должны смотреть на перспективу, чтобы потом у нее не случилось, как это развидеть, снимите с меня это немедленно и так далее. То есть вы профессионал, и вы должны быть авторитетом для своего клиента. Вы должны, конечно, услышать пожелания, но в том числе вам необходимо предугадать, как это будет в зажившем виде, как ей будет спустя время какое-то жить с этим перманентом. Вот, поэтому не утяжеляем жизнь своему клиенту. И стараемся прямо максимально полезными быть. Ну и, кстати говоря, чем ниже чек, тем больше гнут вас ваши клиенты. Чем выше чек, тем больше авторитета в глазах у клиента вы
Представляете. Прошло порядка 3 лет, прежде чем я поверила в себя и начала принимать участие в чемпионатах. И тогда первый раз я приняла решение ехать на чемпионат. Но решение было такое, знаете, подкреплено опять определенным таким сложным периодом жизни. У нас был семейный кризис. И у нас там на грани развода все дела были. Я тогда, кстати, отрезала волосы, и с тех пор я стала с короткими волосами, а так я от природы очень волосы длинные, кудрявые. Все, кто смотрит, удивляются, насколько я изменилась. Но тогда вот, когда я попала опять в какой-то кризисный момент, я опять на себя разозлилась. Почему я допустила вот этого, почему я опять от кого-то завишу там и так далее. И я приняла решение ехать на чемпионат. И это был чемпионат, где я забрала все призовые места. Это было просто, знаете, такое вот, как озарение среди пасмурного неба, что я действительно могу, что я выросла и что я могу в этой жизни что-то, что я чего-то стою. Но так как я еще тот еще перфекционист, и самокритика у меня прекрасно работает, и самозванец у меня никуда не уходил, я это обесценила буквально, наверное, через 2 месяца. То есть как бы сначала все поздравляли, все такая эйфория, все классно, классно, классно. А потом я себе говорю, это же не первое место, и чемпионат это был региональный, то есть что ты радуешься? Это вообще еще ничего абсолютно не значит. Окей, принимаю решение ехать на следующий чемпионат. Но он тоже был региональный, и там я занимаю только 2 призовых места. Все, самооценка в хлам. У меня опять кризис. И я опять начинаю прям тотально топить по мастер-классам. Я вот за этот промежуток времени от участия между 2-м и 3-м чемпионатом прошла порядка 10 мастер-классов. То есть я прям конкретно вбухала кучу денег в себя как мастера. И я поехала на интерперманент. То есть я себе прям такой прям конкретный вызов кинула. И тогда я четко поняла, как это работает. То есть прощупать почву можно на обычном таком региональном чемпионате. Но если ты хочешь расти как личность, тебе обязательно надо повышать планку. И я бросила себе вызов. То есть я четко понимала, что интерперманент, это там собираются прям такие все крутые. И когда я тоже туда ехала, у меня было ощущение, куда ты лезешь, Маш, куда ты лезешь, там такие мастера участвуют. И когда я приехала на интерперманент, я привезла своих моделей, то есть я четко всегда понимала, что я буду вести своих моделей. Мне не хочу испытывать стрессы, пусть это будет лучше знакомый человек, который будет меня поддерживать, который заодно там и так далее. И вот я приезжаю в Москву в декабре с 2 моделями. Модели идеальные. Одна девочка, кстати, вот сейчас работает у меня в студии, Алиюшка, она тоже уже чемпион по перманенту, а вторая Лариса. И вот у Ларисы, в принципе, герпеса не бывает. Но в день номинации она мне с утра даже боялась написать, что у нее просто разбубенило всю нижнюю губу. Я на нее смотрю, говорю, Лариса, тебя сейчас задушу. Какого черта тебя сюда перла? И начала судорожно как бы соображать, что мне надо модель, потому что меня с герпесом могут просто не допустить к номинации. И я начала искать модель и понимаю, что внутреннее несогласие, какой-то протест идет, что я должна на ней работать. Я с организаторами согласовываю, что я буду работать на ней, они мне разрешают, пропускают ее. И в итоге мы настолько с ней филигранно сработали, что мы заняли 2-е место. И тогда я офигела, что я могу выиграть даже на таком уровне. Это еще, к слову, к тому, что помимо герпеса во время номинации у меня сломался аппарат, я потеряла эскиз, я первый проход сделала, губы были все синие, и это было на грани какой-то шизофрении. Я сидела, думаю, господи, ну кого я обманываю, стань, выходи, снимайся с номинации. Но опять же, возвращаясь к интуиции, у меня внутренний голос был прям говорил, что нет, стой, делай. То есть это вот если в разрезе посмотреть, сидит Маша, работает, и стоит Маша над ней. И такой спор между собой. Делай. Да я не сделаю. Делай. Я не сделаю. Я не знаю, было это как бы со стороны видно, не видно. Но, тем не менее, я, осталась, сделала, и мы заняли 2-е место. И вот для меня тогда я, кстати, первый раз познакомилась с Мохаммедом, для меня это было тогда, такой вот отправной точкой, прямо, что я действительно уже нахожусь на том уровне, когда я могу открыто заявлять о себе. У меня тогда посыпались прямо тоже запросы на мастер-классы. И полгода прошло,
И я понимаю, что мне опять не хватает вот этого адреналина. Те мастера, которые постоянно участвуют в чемпионатах, они знают вот этот вот адреналин, ты как прям подсаживаешься на него, тебе уже без него очень сложно. И я понимаю, что надо повышать планку. Куда? Бац, и это просто вулоп. Хорошо, я добавляюсь на вулоп, все ничего, начинаю изучать участников и понимаю, что это будет просто как бы такая прям борьба. Причем там уже участвовали победители прошлых лет. Я, конечно, тогда вообще просто, я настолько себя извела, свою нервную систему, у меня чуть ли не псориаз там уже начал вылазить, но я такой очень просто дотошный человек. Но я готовилась как не в себя, я не знаю, сколько латекса штриховала на тот момент, то есть у меня не было ни дня, чтобы я не провела часа 4 за тренировкой. То есть у меня даже мои родные уже просто ко мне не подходили, потому что я была настолько одержима вот этой всей историей, что я просто довела себя вот прям вот все, вижу цель, не вижу препятствий. Как результат, первое место. Причем первое место это в стрелке с растушевкой. Да, возможно, там не такая великая конкуренция, но это самая сложная зона. И когда мне начали коллеги давать обратную связь, я поняла, что все, я вышла на какой-то вот такой вот уровень. Во-первых, это абсолютное доверие среди клиентов, это уважение, авторитет среди коллег, это признание тебя сильными мира сего. И это было, конечно, незабываемо. Особенно, когда был финал в Турции, это просто был разрыв шаблонов. Я настолько вообще благодарна всем своим вот этим вот взлетам, падениям, которые были в моей жизни, потому что благодаря им я вот как прям по трамплину взбиралась, и как мне даже писали после Волопа коллеги, что ты одна из немногих, кто ни разу не купил своих регалий. То есть все то, что я имею на сегодняшний день, это действительно то, что я отпахала за эти 6 лет. И вот сейчас смотрите, какая нежнятинка у нас получается. Открою глазик. Чуть-чуть сейчас еще доработаю темно-коричневым по вот этой вот предресничной зоне. И на этом, я думаю, что мы закончим. Смотрите, опять ставим пальчики и чуть-чуть стягиваем с вот этой вот выпуклой части нашего глазика. И аккуратненько, Нелечка, чуть-чуть потерпи. Прям аккуратненько мы начинаем этот вот пигмент уплотнять. Опять же, смотрите, если ваш клиент хочет более такой насыщенный оттенок получить, то вы можете использовать и черный цвет для оттенения. То есть тут все индивидуально. И вообще, если овладеть техникой работы на веках, это, во-первых, самая сложная зона. И клиенты это знают, и мастера, которые работают с веками, тоже это знают. И спокойно вы можете свой чек увеличивать на эту зону, потому что она действительно такая достаточно трудоемкая, это раз, и сложная, и на фоне других мастеров, которые с зоной век не работают, вы всегда будете смотреться выигрышно, то есть доверие к вам будет больше. Потому что на моей практике клиенты на межресничке, честно, не останавливаются. Даже те, кто приходит там в сомнениях, нужна им стрелочка или нет, мы делаем межресницу, а на коррекцию мы все равно приходим к тому, что хотим стрелку. И стрелку прям с такой хорошей растушевкой. Опять же, повторюсь, что все тенденции у нас идут на натуральность, поэтому объясняйте своему клиенту, что лучше все-таки делать более такой легкий вариант, для того, чтобы, пусть он лучше там через год-полтора у нее выйдет, и вы обновите, чтобы не произошло такое, что ей разонравилось резко, или там у нее какие-то возрастные изменения произошли, которые увели стрелки там в разные стороны, и вам приходится эту всю историю удалять. Вот. Но опять же, если там, допустим, случилась такая тема, что стрелки там перестали нравиться, или там, не дай бог, они куда-то там разъехались с возрастом, то вот эту вот вуальную технику, так как пигмент лежит достаточно поверхностно, удалить можно за раз-два. Смотрите, когда я уже понимаю, что я завершаю работу, но моему клиенту больновато, я нанесу вторичную анестезию буквально вот, на 30 секунд, для того, чтобы немножко снять вот эти вот болевые ощущения, которые накатывают к концу процедуры.
они неизбежно накатывают, потому что кожу уже мы постоянно перфорируем. И вот знаете, вот когда там прямо она от натирания уже прямо болит, поэтому не мучайте своего человека, если вы понимаете, что она прям сидит, дергается, нанесите буквально секунд на 20. Оно немножко ей облегчит участь, и вы спокойненько доработаете. Вот мы, получается, закончили. Посмотрите, какая легкая тенюшка. То есть мы с вами оттенили градиент в середине нашей вуальки и немножко разрыхлили по верху. И, в принципе, этого достаточно. Открой глазик. Вот видите, насколько все так мягко, изящно, симпатично смотрится. А на финале я не зашла в тройку личных побед, но мы заняли второе командное место. И тогда я еще на финале для себя твердо решила, что я буду участвовать еще и в этом году. И вот за этот год я не было тоже, опять же, ни дня, чтобы я не готовилась. То есть я постоянно свою технику оттачивала. Если вот проследить вообще за 6 лет трансформации меня на веках, то это просто глобальный рост, потому что начинала я вообще тоже, у меня просто целое кладбище синих век, я об этом не стесняясь всегда говорю. И что мне всегда помогает, то что у меня клиенты, да, они красотки, безусловно, но моя целевая аудитория — это более взрослые дамы, у которых гораздо более сложная кожа, нежели это молодой век. Это вот, ну, если пример привести, это вот как начать водить машину, учиться летом, либо зимой. И вот благодаря тому, что у меня очень большой контингент, вернее, большое количество клиентов именно на веки с возрастной кожей, я научилась филигранно просто работать и справляться. То есть мне нужно было себя отточить по технике, это раз. Мне нужно было себя подготовить по таймингу. И как я готовилась вообще к чемпионату? Вот когда мы приехали на Вулоп в Турцию, я попала в максимально некомфортные для себя условия, потому что у меня нестандартное тело, у меня очень длинный корпус, как бы грубо это ни звучало. И когда я села за кушетку в Турции, я поняла, что у меня кушетка просто лежит на коленях. Мне было просто максимально неудобно. А если мы говорим про работу на бровях, это как бы одно, на губах это одно, а на веках ты должен быть максимально просто сконцентрирован, потому что там как бы вот, любое неловкое движение приводит к отеку. И да, у меня там получилась не совсем безупречная работа, то есть были моменты, до которых можно докопаться, которые я проанализировала. И я начала тренироваться для себя дома в максимально некомфортных условиях. То есть я прямо себя подгоняла так, чтобы мне было неудобно работать, чтобы даже вот в неудобной этой позиции я сделала шедевр. Я в отпуск езжу с аппаратом с латексом. У меня муж уже смеется надо мной и говорит: господи, это ж надо было на такой просто параноике жениться, замуж выйти, чтобы просто постоянно у нас везде брови, глаза, губы, вот это вот все, вот этот склеп, вот наш этот домашний архив в телефоне, все вот в моих фотографиях. Но меня поддерживает он очень сильно, потому что он видит, насколько я горю этим всем делом, он видит, насколько у меня много действительно благодарных клиентов, несмотря на то, что я очень много работаю. И он видит рост, он видит, насколько мне как бы кайфово от этого. То есть для меня это не просто работа, для меня это, как, знаете, как воздух. То есть я всегда вот даже своим ученикам говорю: если вы в эту профессию пришли только ради денег, выходите, тут нечего вам делать. Эту профессию нужно любить. То есть если перед тобой заходит клиент, а ты видишь не клиента, а его кошелек, это все, ты не вырастешь. То есть прежде всего человек, прежде всего ты несешь этому человеку улучшение качества его жизни. Ты можешь разделить его жизнь на до и после, как лучшую, так и в худшую сторону. У меня были такие случаи в жизни. И это врагу не пожелаешь, когда ты делаешь человеку просто клеймо на лице, которое он пытается прятать. И вот я всегда тоже, у меня был главный постулат по жизни, что я ни в коем случае не должна быть тем мастером. Да, у меня были ошибки, у меня до сих пор эти ошибки есть, но я умею их признавать, я умею контактировать с клиентом так, чтобы этот клиент от меня не ушел. То есть у меня возвращаемость клиентов 90%, только благодаря тому, что я вот этот вот перфекционист. Ну и возвращаясь к Турции, тогда я для себя приняла решение, что я буду участвовать в этом году. И вот в этом году я участвовала от Египта.
Там, опять же, повторилась ситуация с неудобными кушетками. Я села и поняла, что опа, дежавю, все повторяется. Но я уже к этому была готова, и я сделала просто потрясающую красивую работу, которая принесла мне вновь первое место. И мне настолько кайфово, что я сейчас в составе команды Ханафи, в составе команды Ольги Мухаммеда, потому что у нас очень крутые лидеры, которые нас поддерживают. Они настолько, прямо, знаете, от них чувствуется вот этот вот командный дух, они объединяют. Ну, поверьте мне, есть с чем сравнивать. И это, наверное, тоже, пожалуй, одно из самых лучших событий, которое со мной случилось в жизни. И опять же, благодаря вот этим вот победам на чемпионате мы смогли заметить друг друга, познакомиться и объединиться. Поэтому, если резюмировать, чемпионаты — это такой вот путь, который определенно тебя приводит к росту. Даже если ты там не занимаешь чего-то, но ты тратишь какое-то... Вот когда ты принимаешь решение ехать на чемпионат, ты начинаешь к этому готовиться, к чемпионату. Даже если ты какие-то мастер-классы не покупаешь, а просто сидишь у себя в студии и тренируешься, ты уже растешь. То есть твои работы никогда не останутся прежними. Ты определенно вырастешь. И чем выше планку ты задираешь, тем круче ты готовишься. Тем круче ты взлетаешь и поднимаешься. И тут даже не про какую-то звездность, то есть это прежде всего нужно для тебя, потому что высококлассных специалистов в нашей сфере, да, их сейчас становится больше, но тех, кто прям вот горит своим делом, их единицы. И поэтому ни в коем случае нельзя сдаваться. Никогда свои поражения не воспринимайте как поражение. Это опыт. Вот если бы я просто за всю свою жизнь сдувалась от каждого поражения, ну, блин, не знаю, я бы, наверное, в дурку уже уехала. Потому что, ну, я говорю, такие прям качели эмоциональные в жизни были очень сильные. Но, слава богу, есть природная мудрость, и я воспринимала каждую свою неудачу как опыт. И вот благодаря этому опыту я постоянно рассуждала, хорошо, что я сделала не так, что я могу сделать в следующий раз лучше. И вот так вот я вот прям шаг за шагом росла. И сейчас то, что вот сейчас я имею, это тоже не предел. У меня уже простроены глобальные такие цели на ближайшее будущее, поэтому есть куда дальше расти. Смотрите, сейчас мы здесь уже тоже оттенили. Есть еще, конечно, пробельчики, так как мы работаем все-таки это в немножко стесненных обстоятельствах есть. Но что я сейчас делаю? Я беру первый цвет, я уплотняю тень, и в финале, так же как на правом глазу, я просто пройдусь по вот этой вот надресничной части и выделю ее более темным цветом. Пока работаем однеркой. Начинаем опять, как обычно, вот с самого начала. И вот потихонечку, постепенно уходя наверх, я начинаю уплотнять. Штрих короткий, штрих стабильный. Я всегда работаю, если, допустим, это прямой штрих, то я работаю всегда в одной длине, я его не удлиняю. То есть, как я говорила, это 3 рабочих пикселя, а амплитуда где-то в районе 5-6 миллиметриков. Крашу от себя. То есть у меня прям работает средний пальчик, толкает иголочку. И стараюсь сделать более таких вот, больше пересечений штрихов, да, эффект сеточки, для того, чтобы у меня быстрее шла плотность, чтобы мне не пришлось переплотнять. Потому что когда мы работаем сеточкой, равномернее идет прокрас, но при этом остается воздух. И вот этот вот воздух как раз-таки нам нужен для того, чтобы переходы делать красивые цвета. Аккуратненько стираем, чтобы ватка сильно не зацеплялась. Выделяем направляющую. Старайтесь тоже, когда с направляющей работаете, чтобы она отдельной жизнью от вуальки не жила. То есть красиво, когда она, как, знаете, как завершающий элемент градиента, но в то же время в тандеме со всей картиной смотрится. Потому что тоже очень часто, когда судим чемпионата, видим вот эту вот проблему, что стрелка отдельной жизнью
сама по себе, тень сама по себе. То есть все-таки мы с вами здесь, как художники, должны делать прям красоту. Когда я поднимаюсь на верхние границы, я стараюсь прям максимально разрозненно укладывать свои штришочки, чтобы не переплотнить, чтобы вот у нас был такой вот эффект, когда тень растворяется в веке. Вообще вот для того, чтобы делать эти градиенты, нужно развивать надсмотренность, больше рисовать красками, чтобы вы сами визуально видели этот градиент. Потому что когда я дома работаю с клиентами, я уже в принципе эскиз только рисую для того, чтобы показать клиенту на одном глазу, на втором просто вывожу направляющий, потому что смысл от того, что вы там фиксируете это все, я не вижу. Я считаю, что вы художники, и вы должны развивать в себе насмотренность и делать эту работу вот прям вот чуть ли не с закрытыми глазами. Понятно, что сначала как бы вы будете там и эскиз фиксировать, и всякое разное, но старайтесь вот прям себя по максимуму тренировать, чтобы это вот прям было у вас все автоматически. То есть у меня клиент приходит в студию, я прям сразу понимаю, какой объем у него будет на веках, да, то есть, чтобы вы это видели сразу, чтобы человека видели, и тогда у вас будет индивидуальный почерк, и клиентов это тоже будет радовать. Я тут, наверное, вот как я говорила, что третьим цветом в конце буду проходить, возможно, и не буду, потому что цвет укладывается прям очень хорошо, очень быстро, и чтобы не переплотнять, возможно, единицы и закончу. Ну, то есть, видите, да, даже несмотря на то, что мы сейчас у нас съемочный процесс, а съемочный процесс это всегда x2, x3 к времени, пигмент прям мы вкладываем максимально быстро, максимально продуктивно. Ну, тут понятно, тут несмотря на то, что это коррекция, это еще и алгоритм движений, алгоритм действий ваших, это и натяжение, и штрих, и, в принципе, качество пигмента. Поэтому вот сейчас наглядно видно, что работа с веками это недолго, это не сложно. И их просто нужно прочувствовать, их нужно понять. Бояться их точно не стоит. Потому что клиенты все время, даже те, которым прям очень-очень больно, всегда говорят, что это того стоит. Плюс вот эти вот мягкие растушевки, их можно вообще адаптировать под любое веко, возрастное, нависшее, не нависшее. То есть можно делать красивый эффект тени, который облагородит веко, даст какую-то такую вот минимальную яркость, не вульгарную, не кричащую, и которая очень круто, даже если человек захочет потом подкрашиваться, вы ему задаете направление стрелки, и ну, ей просто больше не придется вырисовывать там стрелки, постоянно выравнивать симметрию. Поэтому вообще одни плюсы, я считаю. Аккуратненько все стираем. Обязательно, когда красите, второй глаз сравниваете с, в данном случае, левый с правым, для того, чтобы у вас рисунок распределялся равномерно. То есть я вот так вот как бы натягиваю, смотрю направляющие по равномерности, потом прошу открыть глазки и смотрю вот прям по глазничке, насколько одинаковое расстояние идет. Теперь посмотри вниз. Когда она смотрит вниз, у нее тоже век отдает определенную натяжку, и я вижу равномерность. Вот здесь мне то же самое нужно будет уплотнить сейчас в середину, и в принципе мы заканчиваем. И вот сейчас я хочу зафиксировать направляющую ближе по последней межресничке. Все это делаю первым цветом. И все-таки я возьму троечку. Сейчас немножко подморожу. И троечкой оттеню, потому что хочется чуть-чуть как будто бы даже. И вот смотрите, я выделила направляющую и сразу же ее подтушевываю. То есть, чтобы она прям вот единым целым была с нашей тенью. Многие интересуются, стоит ли вообще принимать участие в чемпионатах, стоит оно вообще того или нет. Определенно стоит, потому что необходимо выйти из зоны комфорта, прежде чем ты достигнешь каких-то результатов в своей жизни.
И участие в чемпионатах не надо бояться. Не надо. Есть мастера, конечно, которые пробиваются без чемпионатов, но чемпионаты такой более быстрый путь, чтобы тебя заметили. Главное, идти туда надо осознанно и понимать, для чего ты это делаешь. Просто поучаствовать ради участия, но это как бы ни к чему не приведет. А когда у тебя есть определенная цель, и ты уже как бы чемпионат, как одна из ступеней к этой цели простраиваешь, это совершенно уже начинает по-другому работать. Уже пространство все начинает вокруг тебя по-другому работать, подстраиваться под эту цель. То есть просто важно делать. Сила маленьких шагов. Сделала один шаг, проанализировал, все ли ты там сделал нормально. Если ты понимаешь, что ты где-то не доработала, а что я могу в следующий раз сделать по-другому, чтобы результат улучшился. И вот таким вот образом ты идешь. И просто вот как бы обращая ваше внимание на мой рассказ, на региональных чемпионатах у меня были самые плохие результаты. Но чем выше я брала планку, тем выше был результат. Я не знаю, как это работает, но на сегодняшний день меня называют чемпионом мира. Это звучит потрясающе, мне это очень нравится. И я понимаю, что я хочу еще больше. Я не знаю, каких уровней, каких там высот я достигну, не знаю, что там мне приготовлено судьбой, но я четко понимаю, чего я хочу. И очень круто, что у меня есть близкие, которые меня поддерживают, у меня есть крутая команда, у меня есть крутые коллеги, которые, мы единомышленники. И вот когда ты вот в одном поле таких вот замечательных людей, тебе двигаться гораздо легче, гораздо быстрее. И сейчас финально наносим анестезийку ненадолго для того, чтобы чуть-чуть снять болевые. У меня девушка чувствительная. На секунд 60-30 наносим и прям продолжаем работать также на этом глазу, завершать. Все, анестезийку излишки убираем, сухой ваточкой аккуратненько промакиваем. Я тут вообще крайне аккуратно делаю, потому что у нас нарощенные ресницы, чтобы ватка не зацеплялась, потому что так неприятно, когда ватка цепляется. И вот сейчас прям аккуратненько вот эту вот рюмочку. Буквально, наверное, миллиметрик-полтора над ресницами. Я чуть-чуть уплотняю. Для того, чтобы тень у нас была по форме. И когда вот тоже вот этот вот последние штрихи делаете, чтобы пигмент не уложить полоской, штрихуйте так, что меж ресницы вы штрихуете более плотно. И чем выше вы поднимаетесь, тем разряженнее вы укладываете штрих. Сейчас вот на этом финальном этапе уже стараемся себя прям контролировать на каждом движении, чтобы не переборщить. Все, я сейчас чуть-чуть к центру подтягиваю, и мы заканчиваем. И вот главное, старайтесь сделать так, чтобы оно прям такое на нет уходящее было. Сейчас смотрим на предмет одинаковости. Можно прям немножко кожицу натянуть на лоб, посмотреть по длине стрелочек, по равномерности укладки пигмента в хвостах. Можно открыть глазки, посмотреть по началу распределения тени от глазницы. Сейчас посмотреть вниз. Так растягивается очень хорошо тенюшка. То есть у нас тут все хорошо. Сейчас, когда меня уже называют чемпионом мира, конечно, я хочу сейчас еще и приобрести чемпионство в личном забеге и хочу, чтобы наша команда от Египта тоже вышла в призовые места. Я сейчас стала наставником для своих подопечных, и мои девчонки уже тоже занимают призовые места на чемпионатах. Их очень сильно закаляет мой опыт, и очень круто, что они говорят, что очень круто, что у них есть я такая, знаете, гестапо где-то, которая вообще не дает поблажек, но я, по крайней мере, точно знаю, что они могут, и я в них верю, и они это чувствуют. И вот благодаря тому, что я в них верю, они двигаются, они шевелятся. Да, они периодически там возмущаются, обижаются, но я говорю, вы можете обижаться, там, скрипи, реви, без разницы, делай. Не можешь, идти к цели, как там говорится,
сядь по направлению к цели. Не можешь сидеть по направлению к цели, лежи, но просто хотя бы что-то делай. Потому что если ты начнешь двигаться к своей цели, и ты будешь четко знать свою цель, ты ее обязательно достигнешь. Я же тут еще в коучинг ушла параллельно с перманентным макияжем. Я 1,5 года вот в этой своей психтусовке. И поэтому я четко понимаю, что когда в голове у человека есть четкая цель, когда ты прям простраиваешь, визуализируешь ее, вживаешься в это состояние, то есть ты как бы примеряешь себя вот ту, вот, которая уже достигла в сегодняшнем дне, ты начинаешь внедрять те привычки, ты начинаешь думать так же, как вот ты в будущем. И вот поле все меняется, и люди там приходят, и обстоятельства как-то вот так вот волшебным образом складываются. Я когда летела в Португалию выступать, я прям сижу в аэропорту, смотрю на вот это вот табло вылетов и такая: хочу в Мексику. И что вы думаете? Я прилетаю в Португалию, знакомлюсь с коллегами, подходит ко мне организатор крупных конгрессов в Мексике, говорит: Маша, я хочу, чтобы ты у меня выступала на главной сцене. Как это работает, я не знаю, но это просто каким-то чудесным образом раскрывается. Главное просто оставаться чистым внутри, не идти по головам и быть преданным самому себе. Понятно, что у каждого свои там разные там способы достижения своих целей, но у меня, кстати, всегда был такой момент, что я ни при каких обстоятельствах не должна переступать свои какие-то принципы. То есть я такая вот все время за справедливость. Ну, по мне видно, у меня даже на лице эмоции никакой не нарисуешь поддельно, у меня всегда все видно. Если мне что-то не нравится, у меня это все нарисовано на лице. И вот важно просто оставаться честным с самим собой и искренне любить то, что ты делаешь. А дальше все уже за вас сделает все, Вселенная. Я не знаю, как это работает, но это работает. Поэтому сейчас мой фокус на мире и на моих наставляемых, которые сейчас проходят у меня и подготовки. Я их к чемпионатам готовлю, и как наставник работаю. И я хочу после себя, ну, не знаю, такая фраза, конечно, дебильная, оставить наследие сильных мастеров, потому что у меня в планах переезд в другую страну. И я хочу действительно оставить за собой след тех людей, которых я вырастила. И так удивительно люди приходят под твой запрос. У меня тоже было, кстати, всякое. И были мастера, которые предавали. У меня очень часто вот были вот эти моменты. Я очень постоянно тоже так расстраивалась, потому что я так людям верю, зараза. Но опять же, все равно, несмотря на все вот эти вот неудачи каких-то во взаимоотношениях с людьми, у меня приходят люди просто потрясающие. Пусть их немного, но они классные. Вот те же Ханафи. Ну, они все, вот мы там все как на подбор, родные, классные. И не знаю, мне кажется, мы будем оды любви Ханафи петь до конца наших дней. Потому что это действительно, это было, это и есть, это круто. Это просто душевно. Ханафи — это душа. И я очень рада быть частью этой души. Нет, вот, нет, так ты на меня поворачивайся. Вот так, да. И ничего не видно. Говори, давай. Главное выйти из зоны комфортно, не бояться, верить в себя. А потом ты вот это уже все точку роста своего скажешь. Музыка победная обязательно. Понятно? Выйти, это слишком выйти из зоны комфортно. комфортно, чтобы все вышли. Окей, делают. Аух, лишь лисицы. Все? Они сняли.